Всем привет! Сегодня, как и обещал, речь снова пойдет о Муше, принцессе песиков. Только на этот раз персонаж оптимизирован и портирован специально под DST. Это позволит полноценно раскрыть ее особенности и продемонстрировать экипировку в действии. Тех, кто не видел прошлый обзор Муши или подзабыл детали, немного введу в курс дела. Муша — это проработанный до мелочей RPG персонаж, который, сражаясь и кушая всякие ништяки, прокачивает уровень, попутно получая разнообразные умения, имея возможность создавать интересные предметы. Начну с базовых параметров и изменений в управлении. На старте у Муши всего 80 жизней и 120 единиц рассудка. Далее при получении опыта данные параметры потихоньку растут. В результате к 30 уровню у Муши будет 225 жизней и аж 470 рассудка. Но поверьте, прокачка не из легких и со временем замедляется. Это вам не скушать 20 морковок и стать неубиваемым. Вообще трудно представить, сколько времени и усилий понадобится, чтобы честно достичь этого уровня. Но для тех, кто осилит, есть приятная новость. 30 это не верхняя цифра. Были изменены стандартные горячие клавиши. Теперь, чтобы узнать информацию о текущем уровне и количестве опыта Муши, необходимо нажать L. Чтобы увидеть информацию об умениях, смело жмите K. Что касается активных умений, молния теперь на клавише R, щит на C, а умение со световой аурой на X. Так как Муша принцесса, она училась в королевской школе, где и получила свои знания крафта книжек первого тира. Но приятные условия жизни вызвали некоторую слабость, результатом которой является на четверть сниженный урон. У носа Муши осталась прежняя чувствительность к испорченной еде, а получение опыта в сражениях немного подбадривает персонажа и дарит скромную порцию рассудка. Теперь об изменениях умений. Стойки Муши меняются пассивно при определенных условиях. Это одновременно как упрощает, так и усложняет игровой процесс. Если кто не помнит, у принцессы песиков 4 состояния, у каждого из которых свои бонусы и штрафы, а также соответствующая внешность. Первое состояние – отличное настроение. Цвет волос розовый, состояние активно, когда уровень сытости выше порога в 160 очков. Плюс этого состояния – ускоренный реген рассудка, минус – увеличенный на 25% голод, а также замедление скорости бега и атаки. Второе состояние – это нормальное настроение. Волосы желтеют, данное состояние держится в границах от 160 до 40 единиц сытости. Сильная сторона состояния – нормализованные показатели персонажа, единственная слабость – слегка замедленные атаки. Третье состояние – режим берсерка. Волосы Муши становятся характерного серого цвета. Просыпается берсерк в принцессе при падении сытости ниже значения в 40 единиц, либо при поедании мяса монстров. Эффекты и бонусы состояния изменяются по мере роста уровня данного умения, всего их 4. Сильные стороны состояния – это значительно увеличенная скорость бега и атаки, шанс заморозки при ударах, уменьшенный голод. Минусы – безумие, а также отсутствие критических ударов. Также в состоянии берсерка доступны следующие умения: пассивная ледяная броня, отражающая холод и увеличивающая скорость регенерации, а также ярость, которая становится доступной аж на 24 уровне Муши и делает ее атаки зональными, наносящими непрямым целям половину урона. Последнее состояние – режим Валькирии, который имеет 14 этапов развития и становится доступным после достижения 4 уровня персонажа. Активируется рандомно во время сражений на довольно короткий промежуток времени. Волосы Муши становятся угрожающе красными, она получает ускорение бега и атак, а также возможность использования характерных для режима скиллов. Первый – цепная молния, которая активируется при входе в режим Валькирии, а затем рандомно повторяется в течение действия режима. Наносит дополнительный растущий от 30 до 70 урон. Второй скилл – огненная броня, которая пассивно работает в режиме Валькирии на протяжении времени, зависящего от уровня Муши. Чем выше уровень перса, тем дольше работает, все вполне логично. Огненная броня отражает огненный урон, а также ускоряет регенерацию жизней. С переменчивыми состояниями принцессы разобрались, теперь об остальных скиллах. Пассивный электрический щит имеет 5 этапов развития, активируется с некоторой вероятностью при получении ударов, восстанавливая немножко хп ценой рассудка. Эффективность скилла, как вы уже догадались, растет с уровнями Муши. Слава РПГ. Критический удар, неработоспособность которого в режиме берсерка я упоминал чуть ранее, имеет 7 этапов развития, активируется рандомно с некоторым шансом, дает дополнительный урон. Мощная молния – тот самый эпичный активный скилл на кнопке R, который имеет 4 этапа развития. Прожигает вражескую задницу ударом молнии на расстоянии ценой рассудка. Дистанция увеличивается по мере развития скилла. Урон варьируется от 60 до 150, а затраты рассудка от 30 до 45 единиц. Искровой щит – это наше спасение на клавише C, которая имеет 4 этапа развития. Поглощает весь входящий дамаг, часть которого отражает и конвертирует нанесенный таким образом урон в жизни Муши. Эдакий вампирский щит.
И, наконец, очень милое и забавное умение Муши на клавише X. Представление. Восстанавливает 50 рассудка, а также увеличивает в зоне световой ауры скорость его регена. Имеет жуткий откат аж в 1200 секунд. На этом внушительный перечень умений Муши заканчивается. Теперь перейдем к предметам, которые она умеет крафтить. Вещи Муши могут расти до 30 уровня. В зависимости от уровня улучшения у предметов меняются параметры атаки, защиты и прочие свойства. Броню можно ремонтировать при помощи селитры, а оружие при помощи камней, флинтов, золота, лунного камня, мрамора и прочих штуковин. Каждый факт ремонта дает предмету 1 очко роста, эдакий эквивалент опыта персонажа. Также оружие имеет 5% шанс получить очко роста при обычных атаках, а броня и головные уборы зарабатывают его с 50% вероятностью при получении удара. Первый предмет – клинок Феникса, визуально изменяющийся на 11 и 21 уровнях развития. Урон растет от 30 до 88. Имеется шанс огненного удара с дополнительным уроном. Не намокает. При использовании активируется бонус мощного клинка, который визуально меняется на тех же уровнях, автоматически расходует прочность, дает освещение, удваивает огненную атаку, а также призывает звезду и добавляет регенерацию рассудка на 2 и 3 уровнях развития соответственно. Ледяной клинок Феникса – это морозный аналог клинка Феникса. Вместо огненной имеет шанс морозной атаки. С бонусом мощного клинка увеличивает скорость, а на 2 уровне развития обзаводится вспышкой. Ледяной молот – оружие дистанционной атаки, выполняющее также роль холодильника и обычного молота. Когда открыт, охлаждает тело, призывает ледяного монстра, уменьшает скорость вдвое и не может наносить ледяные атаки. Когда закрыт, понижает скорость лишь на 20%, а также имеет шанс ледяного удара. Доспех Муши дает от 40 до 80 единиц брони, имеет маленький кармашек, можно переносить в инвентаре. Ледяной доспех визуально изменяется на 16 уровне развития, при максимальном развитии дает 90 единиц брони, шанс морозного отражения. Также имеет средний карман и выполняет роль холодильника, но его нельзя переносить в инвентаре. После достижения 16 уровня дает небольшой бонус к скорости и регенерации рассудка. Доспех Принцессы дает от 36 до 92 единиц брони, имеет большой карман, шанс морозного отражения и бонусы к регенерации в зависимости от состояния Муши. В режиме отличного настроения, то бишь при сытости выше 160 единиц, дает бонус к регену ХП плюс 2. В нормальном настроении дает плюс 1 к регену ХП и рассудка, а в режиме берсерка плюс 2 к регену рассудка. Корона принцессы дает от 11 до 50 брони, увеличивает реген рассудка. На 20 уровне развития меняется визуально и повышает реген ХП. При активации короны Муша теряет подвижность и прячется за щитом, который поглощает весь урон и автоматически теряет прочность. Шапка кролика скаута дает от 11 до 50 очков брони, а также увеличивает скорость и согревает. Если использовать шапку, то Муша наденет очки и удвоит свою скорость. Шлем Феникса дает от 60 до 94 единиц брони, также немного увеличивает скорость и средне согревает. Если использовать шлем, Муша наденет маску, начнет согреваться активнее, быстрее регенить жизни и рассудок. И последний предмет принцессы песиков — это флейта Муши, которая лечит рядом стоящих компаньонов, игроков на 20 единиц, а Ямчи на целых 300. Наконец я закончил перечислять все ништяки, которые нам дарит Муша. Но кроме всего названного, в будущем нас ждет релиз верного компаньона Муши — Ямчи, которого в ДСТ не так-то просто привести. Переоценить количество и качество проделанной автором работы очень трудно. Если вам покажется, что персонаж слишком имбовый из-за специфики скиллов и статов экипировки, попробуйте оценить Мушу на практике. Ингредиенты и сложность прокачки не дадут вам особо расслабиться. На этом все. Покоряйте суровый мир Don't Starve вместе с Мушей и не забудьте подписаться. Всем удачи!